Всем привет. Сегодня у нас расклад, почему тебе не везет с мужчинами. То есть, что нужно проработать, да, что, возможно, ты делаешь не так. Почему ты? Потому что не везет постоянно с мужчинами, да. То есть, почему ты, как говорится, плохих только притягиваешь. Посмотрим на 4 картах. Передо мной, как всегда, шпаргалка с вопросами, чтобы я не запутался, чтобы я не ушел не туда, куда нужно, да. Первая карта — это что блокирует удачу, да, в отношениях с мужчинами. Второе, что нужно проработать. Третья карта — это что ты делаешь не так в отношениях. И четвертая карта — какой первый шаг нужно сделать для привлечения гармоничных отношений. Я думаю, будет интересно. Я знаю то, что многие стригерятся на вопрос, что ты делаешь не так в отношениях, потому что вы сразу скажете, я все делаю так, просто вот такие плохие попадаются, да? Но все-таки это мы и посмотрим. Итак, давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем. Итак, первый вариант. Сила. 6 жезлов. 10 жезлов. И рыцарь мечей. Ну смотри, что блокирует удачу в отношениях с мужчинами. И вот основная причина, почему тебе вот не везет в отношениях, она кроется в том, что ты слишком сильно контролируешь свои эмоции, свои проявления. Сила нам указывает, да, на то, что у тебя вот есть огромный потенциал, да, внутренняя энергия. Но ты склонна вот держать себя в руках, да, не позволяя своим чувствам вот открытыми быть. Ты стараешься быть сильной, независимой, даже когда вот внутри тебя бушуют эмоции. И вот эта привычка, она вот, всегда быть на высоте, да, она всегда вот дает тебе вот этот контроль над ситуацией, да, но это отпугивает мужчин. Твое желание вот всегда показывать свою силу, свой самоконтроль, это создает образ, что ты самодостаточна, да, и не нуждаешься вообще ни в ком, что ты вот можешь справиться со всем все сама. И это вызывает дисбаланс в отношениях, потому что мужчины могут чувствовать, что им просто нет места в твоей жизни. Они могут воспринимать тебя вот как человека, которому не нужна поддержка, не нужна там эмоциональная близость, забота, не нужна подарочки, не нужны. Ты делаешь вид самодостаточный. И здесь важно осознать, что сила — это же не только контроль над собой, но и способность делиться своими слабостями. И пойми, что иногда мужчины хотят видеть, что ты можешь быть уязвимой, да, и ты доверяешь им. Постоянная потребность быть сильной, она становится барьером для более глубоких, да, отношений. Что нужно проработать, 6 жезлов? Ну смотри, тебе нужно поработать вот даже, вот я бы сказал, вот над своим желанием одерживать победы, да, и быть признанной. Ты бессознательно стремишься к тому, чтобы всегда быть на высоте в отношениях. И это вызывает вот соревновательный элемент. Ты хочешь быть вот не только признанным партнером, да, но и окружающими, чтобы отношения выглядели вот успешными, да, идеальными со стороны. И это стремление вот к внешнему успеху, да, и к идеальному образу, он мешает тебе быть настоящей в отношениях. Когда ты слишком сосредоточен вот на том, чтобы отношения выглядели удачными, ты не замечаешь глубинных проблем, которые существуют внутри. Желание вот это выиграть, да, или там сохранить лицо в отношениях, это приводит к тому, что ты становишься слишком закрытой, и ты не готова там к конструктивному решению внутренних проблем в отношениях. Важно проработать вот это стремление к внешнему успеху и научиться концентрироваться вот на реальных чувствах и на реальных потребностях.
своих и партнера. Не всегда нужно быть вот победителем в отношениях. Иногда важнее просто быть собой. Без масок, без вот этих игр и так далее. Что не так ты делаешь в отношениях по десятке жезлов? Смотри, ты берешь на себя слишком много в отношениях, а потом ты испытываешь перегрузку, выгорание в отношениях. Ты пытаешься контролировать все, что происходит в отношениях, и вот из-за этого постоянно ты ощущаешь, что ты тащишь на себе весь груз. Ты считаешь, что тебе нужно быть ответственной вообще за все сферы отношений, от эмоций до бытовых вопросов. И это приводит к тому, что ты чувствуешь, что отношения становятся слишком тяжелыми, выматывающими. Ты стараешься сделать все возможное, чтобы отношения работали. Но это превращается, знаешь, в неравномерную нагрузку, где ты играешь роль того, кто все всегда везде контролирует, решает проблемы, старается справиться с любыми трудностями, но так же не должно быть. Важно осознать, что отношения — это командная работа. И не стоит брать на себя все сразу. Когда ты пытаешься делать слишком много, это вызывает у тебя усталость и разочарование, что приводит к частым конфликтам, или к тому, что ты просто начинаешь отдаляться от мужчины и говоришь «ты не мужик, я сама на себе все тащу». Какой первый шаг нужно сделать для привлечения гармоничных отношений, рыцарь мечей? Тебе нужно перестать бояться открыто выражать свои мысли, свои эмоции. Твой первый шаг — это честность и прямолинейность. Не нужно прятать свои мысли, свои эмоции, свои ожидания от отношений. Важно научиться говорить прямо о том, что ты чувствуешь, и чего ты хочешь от отношений. И вообще в отношениях чего ты хочешь. Ты из тех людей, кто старается избегать конфликтов или сглаживать углы, но это не помогает в долгосрочной перспективе, понимаешь? Тебе нужно быть более решительной, более открытой. Поэтому просто перестань бояться столкнуться с правдой, как своей, так и своего партнера. Иногда необходимо начать серьезный разговор, который ты всегда откладываешь. А рыцарь мечей, он также говорит о том, что важно быть готовой к переменам, и не бояться резких шагов, если они необходимы для твоего счастья. Больше мне сказать нечего по этой карте, ты и так все поняла. Обязательно подпишись на канал, если ты еще не подписан, чтобы не потерять меня. И обязательно оставь обратную связь, резонирует тебе или нет. А мы переходим ко второму варианту. Двойка жезлов. Колесо фортуны. Тройка жезлов и король пентаклей. Смотри, что блокирует удачу, в отношениях? Самая главная причина — это твое постоянное сомнение, страх выбора. Двойка жезлов, она говорит о том, что у тебя есть постоянная внутренняя борьба. То есть ты часто не можешь определиться, чего ты на самом деле хочешь от мужчины и вообще от отношений в целом. Ты колеблешься между разными вариантами, ты анализируешь, думаешь о том, что правильно, а что неправильно. И это приводит к тому, что ты никогда не делаешь реальный шаг вперед. Ты можешь быть в отношениях, но ты постоянно сомневаешься, действительно ли это тот человек, который тебе нужен. Или наоборот, ты ищешь кого-то, но не решаешься сделать первый шаг из-за страха ошибиться. То есть у тебя всегда выбор этот в голове. Ты знаешь, что ты словно стоишь на перекрестке, и не можешь выбрать направление. И эти внутренние сомнения, они прям сильно блокируют твою способность к движению вперед.
И двойка жезлов, она также говорит о том, что у тебя есть склонность вот такая вот планировать, но не действовать. То есть ты строишь сценарии в голове, анализируешь разные варианты развития событий, но ты остаешься на месте, потому что ты не решаешься сделать вот конкретный выбор. И это состояние вот этой неопределенности, да, и внутреннего конфликта, оно мешает тебе создавать устойчивые отношения. И тут важно осознать, что вот идеального времени вот для принятия решения оно не существует, а ты же ждешь идеальное время. И всего лишь нужно доверять себе и жизни, не пытаясь вот все контролировать. Колесо фортуны говорит, что тебе нужно проработать свое отношение к переменам и вот к циклам жизни. Ты такой человек, который вот с трудом принимает изменения, особенно в отношениях. Ты боишься того, что вот судьба может внести там свои коррективы в твои планы, да, и поэтому ты пытаешься контролировать все, что происходит вокруг тебя. Но на самом деле жизнь — это же череда взлетов, да, падений, там, циклов, перемен и так далее. И умение принять вот этот естественный ход событий — это то, что тебе нужно развить в себе. Понимаешь? Знаешь, вот часто в отношениях мы хотим, чтобы все шло вот так, как мы там запланировали, да? Но колесо фортуны, оно как раз учит тому, что мы не всегда можем контролировать события. Иногда нужно просто плыть по течению, да, там, быть готовой там, к неожиданным поворотам, да, уметь принимать то, что предлагает жизнь. А тебе сложно отпускать старое, да, из-за чего ты вот застреваешь в прошлом. Боишься перемены, того, что вот новые отношения могут быть другими, чем те, вот, к которым ты привыкла. Важно научиться принимать перемены как часть жизни, а не как угрозу. Ты не можешь предсказать вот все наперед, но это не повод бояться неизвестности. И вот важно понять, что вот даже если что-то меняется, да, это не всегда плохо. Перемены могут принести в твою жизнь что-то новое и прекрасное. Понимаешь? Что ты делаешь не так в отношениях по тройке жезлов, но твоей ошибкой это вот постоянное ожидание чего-то лучшего в будущем. И вот тройка жезлов, она говорит о том, что ты всегда смотришь вперед, вот надеясь на то, что вот-вот произойдет что-то важное и идеальное, что вот изменит твою жизнь. Ты слишком сильно сосредоточена на планировании будущего, вот забывая о том, что настоящие вот отношения, они строятся вот прямо вот тут, здесь и сейчас. Ты ожидаешь от мужчины вот слишком многого, надеясь, что со временем там он изменится, да, или там станет вот тем идеалом, которого ты ищешь. Но в реальности никто не идеален. И ожидание того, что в будущем будет все совершенно такое, оно мешает тебе наслаждаться настоящим. Ты как будто вот ждешь момента, когда все станет идеально, вот вместо того, чтобы работать над отношениями, радоваться вот тому, что уже есть. И тройка жезлов, она также может говорить о том, что ты слишком увлекаешься вот тем, что может быть. Понимаешь? То есть вот это что же может быть такое? И вот из-за этого ты упускаешь моменты, которые происходят сейчас. И вот важно понять, что будущее всегда будет неопределенным. И единственное, вот на что вот ты действительно можешь повлиять, это настоящее. Перестань строить планы на далекую перспективу и научись жить моментом, строя отношения вот на реальной основе, а не на ожиданиях будущего, понимаешь? Какой первый шаг нужно сделать для привлечения гармоничных отношений? Ну смотри, король Пентаклей, он тут дает совет, да? Начать нужно с построения стабильности и уверенности в себе. И вот твой первый шаг — это вот сосредоточиться на том, чтобы создать надежную основу для себя, независимо от того, есть ли мужчина в твоей жизни или нет его. Король Пентаклей — это про стабильность, зрелость, да?
ответственность. И тебе нужно начать вот с того, чтобы создать эту стабильность внутри себя. Перестань зависеть там от каких-то внешних обстоятельств, людей и начни строить свою жизнь на прочной основе. И вот когда ты чувствуешь себя уверенно, да, надежно себя чувствуешь, то тогда у тебя вот есть внутренний ресурс, и ты автоматически вот привлекаешь партнера, который тоже готов к зрелым и устойчивым отношениям, понимаешь? И король Пентаклей, он также советует обратить внимание на материальные аспекты твоей жизни. Убедись, что у тебя есть стабильность в финансовом плане, что ты чувствуешь себя независимой, уверенной. Это придаст тебе силы и уверенности, что ты можешь построить вот гармоничные отношения, в которых не будешь зависеть от другого человека, понимаешь? Обязательно подпишись на канал и обязательно напиши, резонирует ли тебе второй вариант. Ну а мы переходим к третьему варианту. Семерка чаш, пятерка жезлов, двойка чаш и десятка мечей. Ну смотри, основной блок, то есть первый вопрос, это что блокирует удачу в отношениях, да? И основной вот блок — это иллюзии и идеализация. Семерка чаш, она показывает, что ты находишься вот постоянно в мечтах, да, создаешь в своей голове вот идеальные образы мужчин, идеальные образы отношений. Ты склонна видеть мужчин вот такими, какими ты хочешь их видеть, а не такими, какие они есть на самом деле. И это создает внутренний конфликт, потому что вот когда реальность сталкивается с твоими ожиданиями, ты чувствуешь разочарование. Ты часто фантазируешь о будущем или вот о том, как должно все быть. И этот мир фантазий, он становится сильнее, чем реальная жизнь. Ты создаешь для себя вот сценарий и идеальные отношения в голове, а когда вот сталкиваешься с реальными мужчинами, да, все оказывается далеко не так радужно, как в сериалах. И из-за этого ты можешь не замечать, да, реальных людей вокруг, потому что они не вписываются в твой идеальный сценарий. И здесь, знаешь, важно осознать, что иллюзии — это не замена реальных отношений. Ты можешь вот бессознательно искать мужчину, который вот будет соответствовать твоим высоким ожиданиям, да, и ты не замечаешь тех, кто вот не идеально вписывается в твои фантазии. И это приводит к тому, что вот настоящие отношения с настоящими людьми, они не строятся, потому что они не могут конкурировать с тем образом, который ты нарисовала себе в голове, понимаешь? Пятерка жезлов, она вот говорит, что тебе нужно поработать вот над внутренними своими конфликтами, да, и борьбой. Ты склонна соревноваться в отношениях, вести постоянную борьбу, иногда вот с самой собой, иногда там с партнером, а иногда и вообще с самим процессом. Возможно, ты вот часто чувствуешь, что вот нужно завоевывать внимание, нужно там любовь завоевывать, признание, и это у тебя вызывает стресс и напряжение, потому что у тебя борьба. И вот этот внутренний конфликт, он часто вот связан с твоими непрожитыми эмоциями и личными какими-то амбициями. Ты хочешь вот быть в отношениях, но одновременно ты чувствуешь, что это требует от тебя слишком много усилий. Ты привыкла, что вот в отношениях нужно постоянно что-то доказывать. Там свою значимость, свою силу, там свою независимость и так далее и тому подобное. Это может проявляться вообще в виде там небольших конфликтов, споров или даже просто ощущения, что ты всегда должна быть на высоте и доказывать, что ты достойна любви. Ну, тебе нужно научиться отпускать эту борьбу. Ты не обязана доказывать свою ценность в отношениях.
Важно понять, да, что здоровые отношения, они строятся на взаимопонимании, на уважении, на сотрудничестве, а не на постоянной борьбе за внимание или там признание. Твои амбиции, да, и твои желания, они важны, но они не должны быть препятствием на пути к гармоничным отношениям, понимаешь? По двойке чаш, что ты делаешь не так, ты слишком быстро привязываешься к партнерам, да, или стремишься вот к таким отношениям, не разобравшись там в себе, в другом человеке, ты быстро привязываешься. Говнюк, он не говнюк, ты привязалась и все. И ты имеешь вот такую тенденцию вкладываться в отношения слишком рано. Ну или ты слишком открыта в самом начале, и это приводит к тому, что ты быстро оказываешься уязвимой. Иногда ты вот даже влюбляешься в идею отношений, а не в самого человека. То есть ты хочешь лежать, как говорится, по вечерам в обнимку с человеком, ты вот думаешь, вот как он тебе будет завтрак приносить, кофеньку с утра делать, да? У тебя есть уже в голове вот этот сценарий, и ты в него влюблена. Не в самого человека, а вот в этот сценарий, понимаешь? И это приводит к тому, что ты вот вкладываешь слишком много энергии в самого партнера, забывая о себе. Ты быстро входишь вот в такую фазу «мы», теряя там собственные границы, забывая про собственные желания, потребности и так далее. И это вызывает дисбаланс в отношениях. Потому что вместо того, чтобы вот построить здоровую связь, да, основанную на взаимном уважении, ты создаешь отношения, вот, где твоя личная ценность оказывается на заднем плане. И важно понять, что вот здоровые отношения, они требуют времени, а ты склонна стремиться к близости вот слишком быстро, ожидая вот, что сразу установится глубокая связь, да? Но ведь это требует времени, требует терпения, понимаешь? Постарайся там не спешить, не пытаться сразу же там стать частью чьей-то жизни. Зачем? Нужно научиться поддерживать баланс между твоими собственными потребностями, да, и желаниями партнера. Понимаешь? Какой первый шаг нужно сделать для привлечения гармоничных отношений? Ну, по десятке мечей это нужно освободиться от старой боли, завершить главы, которые уж давно нужно закрыть. Это боль у тебя от прошлых отношений, неразрешенные эмоции, старые обиды, которые ты продолжаешь носить с собой. Иногда мы думаем, да, что двигаемся вперед, но старые раны, они продолжают влиять на наше вот восприятие, на выбор партнеров. Твой первый шаг — это отпустить и простить. Да, там, может быть, прошлые там отношения были болезненными, может быть, ты чувствовала себя преданной, разочарованной, но сейчас пришло время завершить эту главу. И вот десятка тебе мечей говорит о том, что вот этот процесс будет болезненным, да, но он необходим. Если ты не освободишься от старой боли, она будет продолжать влиять на твои новые отношения. Ты будешь опять соревноваться. Какого бы идеального партнера я тебе не скажу, и он, какой бы он ни пришел идеальный, ты просто будешь соревноваться. Ты просто сделаешь из идеального партнера опять себе конкурента. Понимаешь? И это также означает, что нужно перестать зацикливаться на ошибках, как своих, так и чужих. Пойми, что никто не идеален. Даже дед, которого ты любишь всей душой, я не идеален. У меня на люстре висят носки. Понимаешь? И нужно понять, что ошибки твои, твоих бывших партнеров, да, твоих будущих партнеров — это часть жизни. И вот сейчас тебе нужно сделать вот этот первый шаг к новому началу.
То есть оставь прошлое позади. Прошлый опыт оставь позади. Он тебе принес урок. Этот прошлый опыт, бывший. Все, сказала спасибо, но не тяни это все в будущие отношения. Пойми, что каждые новые отношения — это новая книга. До этого ты читала триллер, но ты же можешь взять книжку волшебную, да, там волшебные сказки и так далее. Почему ты этот триллер пытаешься увидеть в волшебной книжке? Ну почему? Вот объясни мне. Вот тебе прекрасный пример, почему проблемы. Потому что до этого ты читала ужасы, триллер и так далее. Тебе дают волшебную сказку, а ты эту сказку, как говорится, сжигаешь, да, читаешь. Жил-был прекрасный принц. И у тебя в голове, потому что ты до этого ужасы читал или триллер, а ты видишь слово не принц, а там демон, да? И, соответственно, у тебя вся сказка, как говорится, как сказать, вся сказка уже новыми красками играет. Вроде читаешь хорошую книжку сказок, да, где они были долго и счастливо, а у тебя в голове, а он, наверное, ей там еще за границей книги, он, наверное, ей еще и изменял. Так ведь? А ты именно так и делаешь. И не говори мне, что это не так. Ты именно так и делаешь. И у тебя появляется новая книжка, ты начинаешь конкурировать, триллер в нее засовываешь, или ужасы что-то там до этого читал. Но там же все прекрасно, а ты этого прекрасно не видишь. Ты ищешь подковырки. Вот такой у нас сегодня был расклад. Кстати, все 3 варианта, все это прорабатывается в императрице, если вы проживаете арканы. И сейчас ты видишь ссылку на проживание арканов. Обязательно заходи, если хочешь проработки, и не только обязательно в отношениях, да, но и во всех сферах жизни. Заходи и помни, что дед всегда рядом.